Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Простите, что давно не делала видео на этом канале. Это не потому, что я в Перу. Нет, я уже давно в Болгарии. Просто эти предпраздничные дни я много делала видео на своих кулинарных каналах. Кому интересно, заходите, смотрите. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Но теперь я вернулась к вам и буду показывать и рассказывать о жизни в Болгарии. Но это видео, как я вам и обещала, будет продолжение про мою поездку в Перу. И главное, про то, как и почему люди в Перу умудряются жить очень долго и счастливо, несмотря на то, что жизнь там достаточно непростая, и многие живут бедно. Первые 2 недели моего пребывания в Перу я была почти всем недовольна, потому что я заболела и никак не могла прийти в себя. Об этом можно посмотреть в моих предыдущих видео о Перу. Ссылки на них я тоже оставлю в описании. К тому же мне было скучно. Никаких особых развлечений там не было. Наслаждаться природой и океаном я тоже не могла. Об этом я тоже уже рассказывала в своих видео. В общем, мои развлечения сводились к походам по супермаркетам. У них в супермаркетах часто бывает очень интересно. В основном это по субботам и воскресеньям. Проводятся вот такие мероприятия, где людям предлагают бесплатно попробовать всякую еду и напитки. Это и фрукты с йогуртами, и разные блюда, которые они приготовили, салатики. Вот вы это видите сейчас на экране. И вот один раз мы пошли в супермаркет вечером, уже после 7 часов. И рядом с супермаркетом вот что я вижу. Играет музыка, и люди танцуют. И я, конечно, не смогла удержаться и тоже пустилась в пляс. Оказывается, на этом месте каждую пятницу, субботу и воскресенье бывают танцы. Иногда здесь не просто танцуют люди, но и выступают артисты, танцоры, певцы. А люди, некоторые просто сидят и смотрят, большинство тоже танцуют. И все это абсолютно бесплатно. Потом мы все же зашли в торговый центр, и оказалось, что и там тоже танцы. Здесь и вообще живая музыка, и места больше, и тоже все бесплатно. И, конечно, я стала туда ходить. Всегда, когда там были танцы. То есть в пятницу, субботу и воскресенье. Вскоре я там стала своей. Даже несмотря на то, что испанский я не знаю совсем. Но для того, чтобы танцевать и радоваться жизни, язык и не нужен. Конечно, я не только танцевала, но и внимательно наблюдала за людьми. И то, что я видела, меня просто восторгало. Все эти люди всегда были в трезвом состоянии. С собой у них всегда была только вода. Пока они танцевали, никто из них не курил. Да и вообще, в Перу очень мало кто курит и пьет. Но, несмотря на это, танцевать и радоваться жизни они готовы постоянно. И как же меня это радовало! Я просто была в восторге. Вот тут я и поняла, почему они так молодо выглядят и долго живут. Вот посмотрите на эту женщину, которая в темных очках. Как думаете, сколько ей лет? Я, между прочим, смогла угадать ее возраст. Не сразу, с первой встречи, а чуть позже. Она постоянно ходит на танцы, всегда в числе первых и всегда в темных очках. Поэтому вы легко увидите ее на этом видео. Я догадалась, что ей много лет, но потом
Я попросила свою подругу спросить у нее, сколько ей лет. Она ответила, и оказалось, что я угадала. Ей 80 лет. Вот так выглядят в Перу 80-летние женщины. Конечно, активные танцы помогают продлевать жизнь, но, как я поняла, активность и физические нагрузки – это не самое главное. А главное – быть счастливой и позитивной, несмотря ни на что. Сейчас расскажу и покажу про жизнь женщины, у которой мы были в гостях на ее дне рождения в прошлом мое видео. Ей исполнилось тогда 97 лет. Живет она в маленьком доме, без окон, потому что это узкое помещение находится между двумя другими зданиями, и окон у нее нет ни одного. Свет дневной можно увидеть только через пластиковую крышу, которая, кстати, не везде плотно прилегает к стенам. Кое-где есть щели. И когда идет дождь, вода, конечно, попадает внутрь. Но она не парится об этом, как, впрочем, и ни о чем другом. Она очень добрая, веселая и позитивная. Она постоянно шутит и смеется. В ее жизни, как и у всех, были несчастные и грустные моменты. Но она, несмотря ни на что, удивительно позитивная. И таких людей в Перу большинство. Именно поэтому они и живут до 100 и более лет. Итак, подведем итог. Как жить долго и счастливо? Во-первых, нужно быть счастливым. Быть счастливым – это не значит, что для этого нужно быть богатым и успешным. Вовсе нет. Это значит радоваться тому, что у тебя есть. Не думать и переживать, что чего-то в жизни не хватает, и завидовать более богатым и успешным. Потому что у богатых и успешных все равно тоже чего-то не хватает. Счастье – это не успех и богатство, это состояние души. В Перу я почти не видела мрачных лиц, зато постоянно слышала смех. Они там не задумываются, как быть успешным, они просто живут сегодняшним днем и всегда находят в нем позитив. Во-вторых, это веселая активность. Все мы знаем, что физическая активность полезна, но она намного полезнее, если это не просто физические упражнения, которые мы делаем с трудом и с мрачным настроением, как это делают многие из нас. С такими мыслями: я должна сделать зарядку, я должна поприседать, покачать пресс и так далее, а делать это не хочется. Конечно, лучше делать упражнения так, чем никак. Но если вместо упражнений, которые делать совсем не хочется, а приходится себя заставлять, просто активно потанцевать, примерно часик, то здоровье станет намного лучше. В общем, для того, чтобы физические упражнения действовали на нас намного лучше, делать их надо в прекрасном, счастливом состоянии. Кстати, эта женщина, которой 80 лет, вот которая в темных очках, она танцует практически без остановки 1,5 часа. Только несколько раз останавливается, пьет воду. Мне до нее было очень далеко. Танцевать в таком темпе я могла примерно минут 15-20. Ну и третья причина их долголетия – это то, что они практически не пьют и не курят. Вот так, без особых усилий, но очень позитивно, долго и счастливо живут люди в Перу. Чем они очень отличаются от нас, привыкших мусолить свои настоящие и вымышленные проблемы. И даже после смерти у них все по-другому. Это тоже меня очень удивило. Я побывала в Лиме
и на их кладбище. Вот так оно выглядит. То, что сейчас на экране, это могилы богатых людей. А вот простые люди захоронены в таких стенах. Хоронят людей целиком, в гробах, не кремируют. Просто гроб укладывают в нишу в стене и закладывают кирпичом. Делается это с помощью вот таких вот лестниц или специальных подъемников. А чтобы потом прийти и положить цветы, так сказать, на могилу, нужно тоже обратиться к работнику с лестницей. Ну, это в том случае, если человек захоронен не на первых уровнях, а где-то там на высоте. Заплатить ему, значит, дать цветы, он залезет и пристроит цветы там. Вот такое удивительное кладбище. И мне сказали, что многие умирающие хотят, чтобы их похоронили именно на верхних этажах, чтобы быть ближе к небу, к Богу. Вот такая удивительная эта страна, такие удивительные люди. И хоть я уже давно вернулась в свою любимую Болгарию, но Перу останется в моем сердце навсегда. А этим видео я хотела поздравить вас с наступающим Новым годом. Давайте будем более позитивны и будем больше танцевать. Желаю вам всего самого лучшего. Будьте счастливы. Всем пока.